Здравствуйте! Сегодняшний выпуск будет посвящен поступлению новых и интересных альбомов в мою коллекцию винила. Как вы знаете, в 2024 и 2025 году группа Television выпустила переиздание своих 4 альбомов на виниле. Как вы помните, на моем YouTube-канале я показывал видеорассказ о творчестве группы Television. Это видеорассказ общей длительностью 1 час 18 минут. Он состоял из 4 частей. По сути, это длина художественного фильма. Это, по крайней мере, для меня была сложная и интересная работа. Все 4 части моего рассказа вышли 25 и 28 августа и 1 и 8 сентября. Сотни фотографий, интересных видео, интересные факты из деятельности жизни группы. Все это было в моем рассказе. После выхода моего видеорассказа я написал электронные письма всем участникам группы, чьи контакты я смог найти. Хочу сказать, что я так поступаю уже на протяжении 2 лет. Сначала снимаю свой видеорассказ о том или ином исполнителе, а потом нахожу их контакты и пишу им письмо с просьбой оценить мою работу. Уже по имеющемуся опыту могу сказать вам, что отвечает 1/3 из тех, кому я написал. К примеру, из последних, кто дал мне ответ, была Каролайн Эсмеральда Вандерлео. Эта певица известна под своим сценическим именем Кара Эмеральд и Джордан. Певица поблагодарила меня за мою работу и выразила удивление содержательности моего рассказа. Также мне ответил с благодарностью и первый вокалист группы Санта Эсмеральда Лерой Гомес. К примеру, мне не дали ответа члены группы Бостон, Аэросмит и другие. Но я их понимаю, миллионы фанатов, если им всем отвечать, то что это будет за жизнь? Скажу честно, я сожалею, что не получил ответную реакцию от Марка Чероны, французского барабанщика, композитора, аранжировщика и продюсера. Мы его на постсовковом пространстве называли Церон. Дело в том, что мои 17 лет пришлись на вторую половину 70-х, когда был расцвет диска. У меня в коллекции есть практически все его альбомы. Я очень старался, когда делал свой рассказ о Чероне. Мне очень жаль, что он не ответил. Но давайте вернемся к альбомам, которые мы рассмотрим сегодня. Это все 4 альбома, выпущенные группой Television. Точнее сказать, переиздание этих альбомов. Здесь и дебютный альбом, их знаменитый альбом Марки Мун, и второй альбом группы под названием Adventure, третий альбом, одноименный альбом, выпущенный группой в 1992 году, и концертный альбом, который первоначально выходил только на CD, а это мы видим экземпляр, впервые выпущенный на виниле. И как несложно в это поверить, все эти 4 новых альбома, как видите, они абсолютно новые, еще не распечатаны. Все эти 4 альбома были получены мною в качестве подарка от басиста группы Television Фреда Смита. Фред написал мне, что ему очень понравился мой рассказ, и он бы хотел подарить мне 4-й альбом группы. Как вы знаете, это концертный альбом, который в оригинале выходил на CD. Но позже Фред написал мне, что отправит мне переиздание всех 4 альбомов. И вот я их получил на прошлой неделе. Я 2 дня находился под сильным эмоциональным воздействием от полученного подарка. Ведь когда группа Television была на пике своего успеха, я жил за железным занавесом в СССР. В то время музыка этих ребят до нас не доходила, поэтому я познакомился с творчеством этой группы около 10 лет назад. Я купил все их 3 студийных альбома, выходившие на виниле. Как вы понимаете, вот такие удивительные моменты являются украшением нашей жизни. Я могу вам привести пример, не относящийся к музыке. В 90-е годы я отправил письмо от имени моей дочери, электронное письмо, в адрес Белого дома, Биллу Клинтону, он тогда был президентом. И вы представьте наше удивление, когда через 2 месяца мы получаем вскрытый конверт из Белого дома. На конверте стоит штамп «Доставить до Рождества». Мы уже получили, по-моему, там 2 или 3 января. И внутри лежит этого конверта письмо на бланке Белого дома
с подписью Билла Клинтона. Это был ответ на письмо моей дочери от имени Билла Клинтона. Я думаю, что, скорее всего, это была не его оригинальная подпись, а факсимиле, но по сути это уже не имеет значения. Это и так было приятно, что все-таки президент США отправил ответ украинской девочке, неожиданно, очень неожиданно. Это письмо сейчас у нас дома, а мы его повесили в рамке на стену. Так что есть такая поговорка: кто стучится, тому и открывают. Вот и сейчас я получил подарок от члена культовой нью-йоркской группы. Как вы знаете, Фред был басистом в оригинальном составе знаменитой группы Блонди, а затем в 1975 году перешел в группу Television. Именно этот состав группы стал самым известным. Том Верлен – вокал-гитара, Ричард Ллойд – гитара, Билли Фика – ударная и Фред Смит – бас-гитара. Любой рок-фанат, даже не послушавший все альбомы Television, знает их культовый альбом Marquee Moon. Кстати, именно у Фреда Смита хранится оригинальная фотография, которую мы видим на обложке этого альбома. В наши дни у Фреда и его жены Паулы есть своя винодельня, и они успешно занимаются продажей своих вин. Так как я уже рассказывал подробно об этих альбомах, их песенном материале, истории создания, то в этот раз я акцентирую свое внимание не на песенном материале альбомов, а на качестве и оформлении вышедших переизданий. Так как первые два альбома группы еще есть у меня в коллекции, то у меня будет возможность сравнить их звучание с записью переизданий. Я небольшой любитель таких сравнений. Я использую простую аппаратуру Hi-Fi. Думаю, на хай-энде такое сравнение проводить было бы интересней. Тем не менее, я открою все 4 альбома для проверки качества их звучания и посмотрим, насколько хорошо оформлены эти переиздания. И начну, конечно же, с дебютного альбома группы Marquee Moon. Как вы помните, оригинал этого альбома вышел в 1977 году в довольно простой обложке. Первое, что вы видите, беря в руки переиздание 2024 года, это высокое качество упаковки. Очень плотная, глянцованная и раскрывающаяся обложка. Можно сказать, вариант люкс. У меня был такой момент, когда я взял в руки эту обложку, и ее вес меня ввел в заблуждение. Я думал, что 180-граммовый винил лежит внутри конверта. Но я перевел взгляд на проигрыватель и увидел, что сама пластинка все еще лежит на диске проигрывателя. Да, очень тяжелый, твердый конверт альбома. У меня есть аналогичные обложки на американских альбомах выпуска конца 60-х годов. В общем, обложка альбома просто супер. Добавим сюда еще и прекрасный информационный вкладыш, а также отличный внутренний комбинированный из бумаги и пластика конверт для самой пластинки. И можно с полной уверенностью утверждать, что это переиздание намного превосходит по оформлению оригинал. Хотя переиздание 2024 года альбома Marquee Moon, входящее в серию Rhino High Fidelity, получило широкое признание в первую очередь за исключительное качество звука, улучшенную четкость, более широкую звуковую сцену и лучшее разделение инструментов по сравнению с оригинальным изданием. Этот выпуск был признан критиками как шедевр, и его назвали одним из лучших переизданий года. Именно такую оценку дало выпуску известное издание Pitchfork, назвав это переиздание незаменимым. Обозреватели отмечают богатую детализацию, особенно в партиях барабанов, баса и гитар Ричарда Ллойда, что делает это переиздание очень рекомендованной версией как для новых, так и давних поклонников группы Television. Запись этого переиздания проводились с оригинальных лент, но с помощью современной аппаратуры, что привело к значительной четкости и детализации. На этом переиздании перед вами раскрываются слои музыки, которые были или незаметны, или не акцентированы на предыдущих изданиях. Стало ли лучше от этого общее звучание и расширилась ли музыкальная палитра? Да, безусловно. Так как у меня был еще один экземпляр этого альбома, который я купил около 10 лет тому назад, это канадский перевыпуск 1979 года, то я смог сравнить звучание имеющихся теперь у меня двух выпусков. Канадский вариант выпуска 1979 года явно проигрывал по общему впечатлению. Но опять же, до того как я услышал новое переиздание, старый вариант меня полностью устраивал.
Поэтому вывод прост. Если у вас оригинал или старое переиздание, то слушайте его на здоровье. Но если вы перфекционист, купите новое лимитированное переиздание 2024 года. А если у вас пока вообще нет альбома марки Moon, то тут подумайте, что для вас важнее – иметь оригинал или лучше звучащее переиздание. Большинство музыкальных обозревателей рекомендуют данное переиздание как существующим поклонникам, которые ищут лучшую версию альбома, так и новым слушателям, интересующимся старой рок-классикой. Этот выпуск более полно отражает уникальное звучание группы, отличавшее Television от их современников. Но и сам музыкальный материал альбома уже известен и не перестает радовать слушателей и в наше время. Мне очень нравится этот альбом. Данное переиздание было выпущено в количестве 5000 экземпляров. Мой экземпляр этого альбома имеет номер 0000. Именно такой номер имеют экземпляры, которые идут не в продажу, а предоставляются самим исполнителям. Переиздание 2024 года альбома марки Moon можно считать отлично выполненным продуктом, который можно принять в качестве окончательной версии выпуска этого альбома для большинства поклонников группы.